Привет, вы на канале Криптаза, и этот ролик у нас будет о рыночном цикле. Рыночный цикл — это такой повторяющийся набор различных ожиданий, оправданий и разрушенных надежд, который происходит на финансовых рынках. И этот цикл повторяется, пока существует рынок. Итак, разберем основные моменты, основные фазы его, из чего он состоит. И зная о том, что есть рыночный цикл и что он повторяется, он может повторяться не один в один, он может немножко видоизменяться каждый раз. На этом примере я буду разбирать примеры похожих рыночных циклов, скажем так, типичных для большинства рынков. Конечно, всегда существует фактор манипуляции рынком и графиком, ценами. Это тоже стоит учитывать, но в целом, особенно на больших таймфреймах, типа недельных или там даже месячных, можно отслеживать какую-то закономерность и какую-то похожесть на вот классический пример рыночного цикла. Состоит он из нескольких фаз, и тоже понимая и зная эти фазы, можно, в общем, успешно покупать, когда никто не хочет покупать, и продавать, когда все бегут покупать. Вот такая вот штука. Итак, начинается все со скрытой фазы, такого режима накопления, когда график особо не двигается, он никому не интересен, не происходит ничего знаменательного, просто небольшая растущая кривая, которая постепенно движется вверх. Начинается какой-то взлет, но основная часть рынка на это плохо реагирует, не верят, что будет что-то грандиозное, и опять же большинство просто не желают пока покупать. Есть какой-то взлет, но все ожидают, что сейчас будут дальше небольшие падения, или может вообще просто рынок основной массе становится неинтересен, о нем не говорят в новостях, о нем нигде не пишут, просто он есть и есть. Те, кто вовлечены в это, они естественно следят и разбираются, а так основная толпа не обращает на это внимания. Первая распродажа для тех, кто накопил какие-то средства, происходит вот в первой такой фазе осознания, то, что называется. Здесь происходит небольшой рост с последующим падением. И очень многие вот в этом падении продаются, потому что, опять же, не верят в разворот рынка, в то, что он растущий, и сливают на первом падении. И это называется медвежья ловушка, когда просто происходит небольшая просадка, но все думают, что будет сейчас падать дальше. Дальше продолжается рост. Опять начинают вступать в дело средства массовой информации, новости, блогеры и все остальные, кто начинает приковывать внимание обычных людей к росту. Наверное, я больше сюда буду на этот график накладывать биткоин, потому что это мне привычнее и понятнее. Хотя рыночный цикл, он присущ любым торгуемым активам. Далее начинается энтузиазм, когда люди видят рост, начинают рассказывать, что to the moon, летим наверх и все такое, и потихонечку люди начинают покупать. Продолжается рост. Естественно, он не такой прямой растущий, какие-то там небольшие просадочки случаются, какие-то провалы. Но в целом рынок растущий, и народ бежит покупать. Первые деньги начинают зарабатывать самые смелые, те, кто рано вошел, опять же, те же представители СМИ, блогеры там какие-то и публичные личности, которые связаны с рынком. Дальше начинает прибегать толпа. Во время периода жадности народ начинает продавать свои машины, брать кредиты под залог квартир, брать просто какие-то денежные кредиты, занимать деньги. В общем, нарушают все классические инвестиционные правила, которые нельзя нарушать ни в коем случае. И вот в этот момент жадности и до заблуждения народ сгребает все, что можно. Те, кто знают, как работает и устроен цикл, они понимают, что на супер растущих свечках пора уже выходить. Когда вы услышали, что люди, которые далеки от рынка и трейдинга и там крипты, мы разбираем здесь крипту,
на этом канале. Поэтому будем говорить о крипте. Когда люди далекие от крипты начинают рассказывать, что вот я продаю машину, чтобы все деньги закинуть в какую-то монету, это такой тревожный звоночек. Я уже пережил 2 рыночных цикла, поэтому я видел и уже даже обращаю на это внимание активно и пытаюсь, не идеально, но пытаюсь, конечно, в такие моменты что-то уже начинать продавать. Читал, как начинают в ТикТоке разгонять, как там люди кредиты берут, взял на всю котлету, там заложил все на свете. И вот как раз это приходит на вот эту фазу жадности и новой парадигмы, и движения к новой парадигме. И вот в этой фазе, в новой парадигме, начинают уже опытные люди продавать, а все залетать на все котлеты и заемные деньги. Дальше начинается резкое падение и, конечно же, отрицание того, что рынок развернулся. Никто в это не верит. Ну, будем говорить никто, потому что касается дела большой массы людей, толпы основной. Конечно, есть те, кто это замечают и видят основные признаки. И происходит падение и так называемая бычья ловушка, когда те, кто вдруг испугался, они продают. И начинают сливать на вот такой большом падении. Продают свои активы с минусом, чтобы не продать как бы с еще большим минусом. В этот момент происходит отскок. И зона цикла называется возвращение к норме. Опять начинается рост, и все такие, ну это просто небольшая просадка, это коррекция, это всего коррекция. Ничего страшного, сейчас отрастем, сейчас вернемся, сейчас обновим новые пики цены, сейчас все будет круто, сейчас растем дальше, бесконечный рост, там, to the moon, все такое. В этот момент они опять, те, кто продал на бычьей ловушке, они опять покупают здесь, чтобы отыграться, как в казино, естественно. В целом крипта, по большому счету и есть в некотором смысле казино, не только крипта, в целом все финансовые рынки. После этого происходит дальнейшее падение. Человек уже не хочет принимать реальность, ему страшно, он теряет деньги, но боится продавать в основном. И он видит, как все падает, но он думает, скоро все вернется, все отыграется, все будет хорошо. И вот момент дальше капитуляции, до дальнейшего продолжения рынка, вот с момента капитуляции до момента отчаяния, люди продают все, что у них есть, с большим минусом, теряют бабки. Естественно, кто-то, кто уже опытный, эти деньги все себе забирает. Деньги не исчезают в никуда, кто-то их себе присваивает. Деньги тех, кто потерял. И в моменте отчаяния, самой такой низшей точки рыночного цикла, когда все пропало и цена может опуститься даже ниже каких-то первоначальных значений, здесь уже распродаются остальные, у кого совершенно уже не хватает нервов и кто потерял любые надежды на то, что все будет норм. Дальше происходят какие-то отскоки, дальше какие-то коррекции, и дальше рынок опять продолжает работать в новом цикле. Это все может отличаться по времени. Бывают мини-циклы. В какой-то части цикла может быть свой мини-цикл. Есть большие циклы. В общем, все. Нету какого-то стандартного рецепта, который позволит зарабатывать уверенно и знать, в какой момент нужно точно продать, где бычья ловушка, где медвежья, где какие зоны. Это все, скажем так, плавающая информация, но накладывая, в любом случае, зная эту информацию, накладывая ее на свой предыдущий опыт, можно как-то чуть-чуть планировать будущий свой трейдинг, торговлю и что-то даже зарабатывать и терять меньше. Совсем не терять не получится, но можно терять меньше. Вот еще одна картиночка психологии рыночного цикла, которая показывает все зоны, все этапы работы цикла. Здесь немножко более наглядно, потому что есть какое-то движение вверх-вниз, какой-то график, какие-то росты, падения, потому что все, в общем-то, не одной волной идет. Цикл, вот есть более упрощенная модель рыночного цикла. Здесь более подробно расписано, что сначала есть недоверие, что
новый рыночный цикл вообще случится, никто не верит, и те, кто даже в предыдущих участвовали, не готовы принять, что он начался. Даже дальше идет этап надежды, когда люди считают, что возможно, начинается, возможно, но не точно и непонятно. Начнется, не начнется, растет, не растет. Потом, после определенного набора свечек вверх, роста, случается оптимизм. Человек думает: о, все, это рост, это оно, вот точно оно, все, начинаю, потихоньку покупаю. Дальше, когда вера укрепляется, люди начинают вкидывать все больше и больше денег. Дальше рынок продолжает расти, появляются сумасшедшие истории, как кто-то там со $100 заработал 100 миллионов, ну и всякие такие невероятные истории, когда кто-то обогатился прям буквально вот за неделю, за 2, за 3, за месяц роста рынка. И люди начинают закидывать все еще больше и больше денег. И в моменте, когда уже пора бы продавать, на людей нападает эйфория. И я вам скажу, даже несмотря на то, что бывают люди, кто прожил несколько рыночных циклов и очень хорошо знает, все равно эмоции иногда бывают преобладают и захватывают сознание и побеждают над опытом. В некотором смысле, конечно, не на 100%. Ясно, что опытные люди уже не будут какие-то чужие заемные деньги закидывать на этапе эйфории. Дальше происходит то самое падение, та самая бычья ловушка. Дальше отскок и какой-то рост, где люди перезакупаются. Происходит уже недовольство, потому что уже нет этого активного растущего рынка. Дальше постепенное падение с более крупными мелкими провалами, отскоками. И у людей уже появляется недовольство, потом нежелание принимать ситуацию, и в какой-то момент происходит капитуляция, гнев. Все ненавидят каналы по крипте, все ненавидят блогеров по крипте, все ненавидят известных личностей, там всяких Илонов Масков и Макафи и Роджера Веров за то, что они там манипуляторы и уронили рынок и там подарили какие-то ложные надежды. Ну и начинается вот это весь срач. Интернет полон негатива, крипторынок полон негатива, все чаты или замолкают, или пишут только что-то плохое. И народ начинает потихоньку разбредаться, возвращаться к привычной жизни и работе, так сказать, на условном заводе. Все уже перестают надеяться, что разбогатеют, ну и начинается стандартный такой этап небольшого падения, накопления. И в этот момент, вот в этой зоне, победят, точнее, в будущем цикле только самые уверенные в себе, уверенные в тех активах, которые они держат, и те, кто умеет ждать. И вот именно эта зона подтверждает фразу, что главный ключ к победе – это просто обычное простое ожидание. У тех, у кого есть финансы, они в этой зоне как раз и докупают постепенно те активы, которые считают перспективными. Те монетки какие-то, участвуют в каких-то ивентах, событиях, в каких-то новых проектах, которые в этот момент пытаются стартовать или только набирают активность свою, чтобы потом на новом цикле растущем уже иметь активы этих проектов и заработать свои мега-иксы. Это сложно психологически, потому что в момент, когда рынок грустный, не происходит никаких скачков вверх-вниз, тяжело принимать ситуацию и просто ждать, потому что ожидание – это одно из самых сложных занятий при вообще трейдинге и работе с криптой. Ну и те, кто проживает этот этап долгосрочный, потом попадают в новый цикл, который начинается с недоверия, надежды, оптимизма и так далее. И тут главное момент, когда, опять же, вы услышите, что в ремонте одежды вам рассказывают о биткоине, или ваш таксист рассказывает, как это нужно покупать Dogecoin. Вот здесь уже стоит задуматься и потихонечку, или может быть даже не потихонечку, сливать. И возвращаясь к реальному рыночному циклу, вы можете увидеть, что он в этот раз немного отличался. Здесь
второй пик оказался выше первого. Обычно происходит вот так вот, раз, и туда вниз куда-то оно пошло. Как вот здесь самый классический пример был в каком-то 2018-2017 году. Максимально классический пример рыночного цикла, когда произошли все нужные этапы, произошло падение, ну здесь недельный график не так наглядно, не хочу сейчас переключаться, произошел отскок, ну и дальше все этапы повторились, и вот эта зона, в которой, даже, наверное, вот можно сказать, вот эта зона, в которой люди вот где-то вот так вот в этой зоне имело смысл постепенно закупать биткоин. Естественно, на этой просадке еще больше. Но, скажу вам, по 3500 желающих было очень немного, как ни странно. Намного меньше, чем потом по 20 тысяч. И дальше этап накопления и повторение нового цикла. С небольшими отличиями, но я вас не хочу, конечно, сильно думали, что я такой умный и все такое, все знаю на свете. Возможно, здесь произойдет что-то невероятное, с этого места пойдет отскок, и мы там биткоин увидим на 100 тысячах, но это маловероятно. Потому что, во-первых, мы завязаны на весь мир, на S&P 500 график, а во-вторых, рыночный цикл, он просто обязан, он просто должен отыграть свою песенку. И при обычных стандартных раскладах мы увидим еще дальше падения, какие-то отскоки туда-сюда, и может быть даже какие-то действительно низкие цифры по биткоину. Ну, я, честно, рассчитываю, что будет меньше 10 тысяч. Это было бы логично, по крайней мере. Ну, крипта и логика иногда несовместимы, поэтому может произойти все что угодно, но я для себя определил какие-то зоны, в которых я буду готов что-то покупать. Поэтому в любом случае я ориентируюсь на цикл и понимаю, что они есть, они работают, и важно их знать и помнить о них, чтобы зарабатывать баблишко. Надеюсь, это было вам полезным, познавательным, интересным. Обязательно поставьте лайк этому видео. Напишите ваш комментарий, как вы попадали, в какой зоне рыночного цикла вы потеряли больше всего денег. Подписывайтесь на YouTube канал, будут еще новые видео о крипте, о торговле, о чем-то еще полезном, интересном. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте в комментариях под видео. Также подписывайтесь в Telegram-канал, где регулярно публикуются посты с разными вариантами заработка в крипте.